Всем привет! Миллионы фанатов, а также простых пользователей знают, что долгожданная серия смартфонов Apple iPhone 14 должна быть выпущена уже совсем скоро, а именно осенью этого года. Стоит отметить, что впервые в истории в этом году в линейке появится Max версия обычного iPhone. Это действительно необычное решение со стороны данного бренда. Смартфон заменит мини-версию, которая, как показала практика, оказалась не такой популярной, как мега большие смартфоны. Как мы помним, уже в феврале этого года мы получили утвержденный дизайн iPhone 14 Max. Вскоре мы получили подтверждение тестового производства данного гаджета. И вот сегодня в сети появилась новая информация. Она раскрывает возможные характеристики и цену, что немаловажно, смартфона iPhone 14 Max. Скажу сразу, технические характеристики данного смартфона удивят даже требовательного пользователя. А теперь поподробнее. С вами канал Первый Обзор. Поехали! Минуточку внимания. Я напоминаю, что сейчас на данный момент я полностью перехожу с YouTube в Яндекс.Дзен. Подпишитесь, кому нравится мое творчество, на меня в Яндекс.Дзен. Почему? Потому что там будут выходить ролики регулярно. И там вы будете получать всегда свежие новости. Почему я перехожу на Яндекс.Дзен? Потому что YouTube не платит нам. То есть действительно уже тяжело многим блогерам вести свой YouTube канал. Почему? Потому что нет денег. Вот такие дела. Кому нравится мое творчество, спасибо вам за подписку. Первое, что хочется отметить, смартфон будет оборудован OLED-дисплеем диагональю 6,68 дюйма, разрешением 2248 на 1284 пикселей. Этот экран будет иметь плотность 458 пикселей на дюйм и поддерживать частоту обновления 90 Гц. Для многих людей технология экрана это большой минус, но стоит отметить, что есть множество плюсов. Основное это насыщенность цветов. Если вам важно качество изображения, то выбирайте смартфон с AMOLED экраном. У такого дисплея цвета будут насыщенными и яркими, в отличие от IPS. Правда, некоторые производители перебарщивают, делая экран, чересчур нереалистичный. iPhone 14 Max будет построен на базе однокристальной системы A15 Bionic. А это, напоминаю, шестиядерный чипсет, который был анонсирован 14 сентября 2021 года и изготавливается по 5-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра на 3,2 и 4 ядра на 1,8 ГГц. Однозначно самая производительная и энергоэффективная топовая однокристальная система для смартфонов, которая умудряется порой превосходить даже очень успешную M1 систему. Система Apple A15 Bionic конкурирует со Snapdragon 888 и Exynos 2120. iPhone 14 Max получит 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X. В режиме активной работы энергопотребление смартфона с новой памятью снижается примерно на 10%. В режиме сна дела обстоят еще лучше благодаря новому режиму глубокого сна, который гарантирует, что память потребляет на 40% меньше энергии в режиме ожидания. Также смартфон получит 128 или 256 гигабайт встроенной флеш-памяти. Напоминаю, эта модификация добавляет энергонезависимый буфер NAND, нужный для увеличения скорости записи, а также функцию, помогающую переводить накопитель в режим сна. Также накопитель может информировать другие комплектующие о тротлинге, что позволяет системе оптимизировать производительность при перегреве. То есть все продумано, все действительно на высшем уровне. На задней панели iPhone 14 Max будет установлена сдвоенная камера, состоящая из двух датчиков изображения разрешением по 12 мегапикселей. Также есть сведения, что будет улучшено качество фронтальной камеры и добавлена возможность спутниковой связи. То есть все для вас, пожалуйста, ребята, покупаем iPhone и радуемся жизни. Напоминаю, что по
предварительным данным, более дорогие смартфоны iPhone 14 Pro и Pro Max будут оснащены новейшей мобильной платформой Apple A16 Bionic. Согласно сообщениям, в чипе будет использоваться 4-нанометровый техпроцесс TSMC. Хотя улучшение транзисторов на уровне процесса ограничено, большое ядро обновляется до лавина, а маленькое ядро эффективности, обновляется до метель. Напоминаю, ранее компания TSMC и Samsung Electronics заявили, что уже начали осваивать более тонкие технологические процессы. 2-нанометровые и 3-нанометровые технологические процессы, если быть точнее, планируя начать их массовое производство к 2025 году. Итак, теперь о самом главном. Версия iPhone 14 Max, которая получила 6 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт своей флеш-памяти, будет стоить всего $900. Ну что же, ребята, на мой взгляд, с каждым годом iPhone удивляет своих фанатов, а также многочисленных пользователей. Вы должны понимать, что $900 за топовое устройство от компании Apple — это очень хорошее решение в 2022 году. Сейчас $900, на мой взгляд, это небольшая сумма. Сейчас практически все флагманы любых компаний стоят плюс-минус $800-900. И это очень хорошо. Расстраивает, что iPhone 14 Max получит, можно сказать, прошлогодний процессор. Почему так решили? Да потому что этот процессор очень и очень хорошее решение даже на 2022 год, даже на 2023 год. Это решение будет конкурировать с другими брендами еще как минимум 4 года. Это действительно заслужит внимания. И как вы знаете, действительно iPhone сейчас переживает очень непростые времена. Все-таки кризис идет, и все-таки есть очень большие проблемы. Ждем iPhone 14 Max, на мой взгляд, он получится очень и очень интересным гаджетом. Почему компания решила убрать мини, я, честно говоря, не знаю. Потому что сейчас на рынке очень мало конкурентов, которые могут вам предоставить мини-смартфоны. Раньше была компания Sony с компактами, сейчас Sony уже не выпускает компакты. Сейчас все-таки компания Samsung основной конкурент у Apple. И они должны конкурировать. У Samsung, можно сказать, S-серия, то есть S20, S21 и S22 это достаточно компактные смартфоны. И вот компания Apple решила отказаться от мини и выпустить просто iPhone 14, iPhone 14 Max и так далее. То есть мини уже по имеющимся данным мы не получим. Напишите в комментариях, кого расстраивает эта новость. На мой взгляд, это действительно очень и очень расстраивает многочисленных фанатов и простых пользователей, потому что действительно данные смартфоны были очень и очень востребованные. Но, как показывает вообще практика, как показывают исследования, не сильно много людей покупали именно мини-смартфоны. Но лично я бы себе выбрал именно iPhone 14 mini, если бы он был в продаже. Вот такие дела. Ждем презентацию. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.